Сегодня у нас история, которая перевернет все, что вы думали о судьбе и предсказаниях. Как одно случайное пророчество может изменить жизнь обычного человека? Не забудьте написать ваше мнение в комментариях. Мы ценим каждое ваше слово и хотим убедиться, что движемся в правильном направлении, создавая для вас самые интересные истории. Марк никогда не верил в предсказания и считал все эти гадания пустой тратой времени. Работая обычным инженером в строительной компании, он привык полагаться на расчеты и логику. Его жизнь текла размеренно и предсказуемо. Проекты, встречи, редкие выходы с друзьями. До того самого декабрьского вечера корпоративная вечеринка была в самом разгаре. Зал украшали серебристые гирлянды и еловые ветви, создавая атмосферу приближающегося Нового года. Марк стоял у фуршетного стола, рассеянно помешивая оливку в бокале с мартини, когда услышал мелодичный смех. Обернувшись, он увидел ее. София стояла в группе коллег, элегантная в темно-синем платье, которое идеально подчеркивало ее фигуру. Ее каштановые волосы были собраны в изящный пучок, а несколько выбившихся прядей обрамляли лицо, придавая ей особое очарование. Их взгляды встретились, и София улыбнулась ему той самой улыбкой, которая позже будет сниться ему по ночам. Марк решительно направился к ней, сам удивляясь своей смелости. Их первый разговор длился 3 часа. София оказалась не просто красивой, она была умна, остроумна и, казалось, действительно интересовалась всем, о чем говорил Марк. Она работала главным бухгалтером уже 2 года, но они никогда раньше не пересекались в огромном офисном здании. Забавно, как 2 человека могут работать в одном месте годами и не встретиться, пока не придет правильный момент, сказала она тогда, и ее глаза загадочно блеснули. Их роман развивался стремительно. Первое свидание в уютном итальянском ресторанчике, где они просидели до закрытия, говоря обо всем на свете. Первый поцелуй под моросящим дождем, когда Марк провожал ее домой. Совместные выходные, наполненные смехом и открытиями друг друга. Через 3 месяца Марк сделал предложение. Он долго готовился к этому моменту. Выбрал кольцо с бриллиантом, скромное, но элегантное, организовал романтический ужин на крыше ресторана с видом на ночной город. София плакала от счастья, говоря «да». И в тот момент Марк был уверен, что это лучший день в его жизни. Подготовка к свадьбе захватила их целиком. София оказалась перфекционисткой. Каждая деталь должна была быть идеальной. Они выбирали ресторан, дегустируя меню в десятках заведений. Часами обсуждали цветовую гамму оформления, музыкальное сопровождение, список гостей. Алекс, лучший друг Марка еще со студенческих времен, вызвался помогать с организацией. Он всегда был рядом, советовал, поддерживал, встречался с подрядчиками, когда Марк был занят на работе. София часто говорила, как ей повезло с таким заботливым будущим шурином. Однажды вечером, просматривая очередные варианты свадебного торта, София нежно погладила Марка по щеке. «Знаешь, я так благодарна судьбе за тебя. Ты именно такой, о каком я мечтала». Марк поцеловал ее ладонь, чувствуя, как сердце переполняется счастьем. За месяц до свадьбы начались примерки костюма и платья. София настояла на раздельных примерках, следуя традиции, что жених не должен видеть платье до церемонии. Марк погрузился в работу, стараясь заработать дополнительно на медовый месяц, о котором мечтала София, 2 недели на экзотическом острове. В один из вечеров, возвращаясь домой после очередного совещания, Марк встретил старую цыганку. Она преградила ему путь, настойчиво протягивая морщинистую руку. «Позволь предсказать тебе судьбу, красивый молодой человек». Обычно он просто проходил мимо таких предложений, но что-то в ее взгляде заставило его остановиться. «Твое сердце скоро разобьется, но это путь к истинному счастью. Та, что считаешь своей судьбой, предаст тебя с близким человеком. Но не отчаивайся. Настоящая любовь ждет тебя там, где ты меньше всего ожидаешь». Марк рассмеялся тогда, дал цыганке несколько монет и поспешил домой. Но ее слова почему-то засели в голове. Он стал замечать мелочи, которые раньше игнорировал, как часто София стала задерживаться на работе, как много времени проводит с Алексом, обсуждая свадебные детали, как изменился тон их переписки в телефоне. Роковой день наступил за неделю до свадьбы. Марк решил сделать Софии сюрприз – заехать в обед с ее любимыми пирожными. В приемной сказали, что она на встрече с подрядчиком в конференц-зале. Он открыл дверь и застыл на пороге. София сидела на столе, страстно целуясь с Алексом. Ее блузка была расстегнута, его руки блуждали по ее телу. Мир рухнул в одно мгновение. Все краски потускнели, а воздух, казалось, стал густым и тяжелым. София плакала, умоляла простить, говорила, что это случайность, что она любит только его. Алекс молчал, опустив глаза.
Марк развернулся и вышел, не сказав ни слова. Следующие недели прошли как в тумане. Марк отменил свадьбу, избегал друзей и коллег, погрузился в работу. А потом в его жизни появилась она, Эсмеральда, внучка той самой цыганки. Она пришла извиниться за бабушку, но осталась в его жизни навсегда. Эсмеральда была совсем не похожа на Софию. Искренняя, открытая, с диким характером и любовью к жизни. Она научила его снова смеяться, показала, что мир не заканчивается на предательстве, что настоящая любовь действительно существует. И теперь, год спустя, сидя с Эсмеральдой на террасе их уютного дома, Марк часто думает о том, как одна встреча, один момент может изменить всю жизнь. София и Алекс стали для него далеким воспоминанием, неприятным, но необходимым уроком на пути к настоящему счастью. «Каждая история любви уникальна», — говорит Эсмеральда, когда они вместе наблюдают за закатом. «Но только настоящая любовь способна исцелить даже самые глубокие раны». И Марк, крепко сжимая ее руку, знает, теперь он точно дома.